презентация называется «Возьмите шоу в дорогу». Почему в дорогу? Потому что иногда у прокатчиков бывают такие ситуации, когда мероприятие завтра, есть какая информация о площадке, соответственно, нужно быстро понять, что вести, что считаем, как считаем. Начнем. Hi everybody, I'm Steve from the UK. Thanks all for coming along and having me here. We're going to talk about Coda and taking a system on the road and the role of a system tech and what's involved with that. Меня зовут Стив, я из Великобритании. Соответственно, мы сегодня поговорим, как мы, системные инженеры, считаем различные шоу и как мы с ними ездим по разным турам. So we'll cover a little bit about Coda as a company. We'll look at what is a system technician, what's involved. We'll look at our latest software, System Optimizer, and how we use that to design systems. Мы сейчас больше обращаемся к системным инженерам. Мы хотим рассказать о System Optimizer, то есть системном оптимизаторе, и показать, как мы делаем и считаем предварительно все шоу. So at Coda, we are all about audio. Everything we do is about better quality audio. And we like to have users that have a real passion for audio. Наша идея как Coda — это использовать максимально качественное звучание. Соответственно, мы нацелены на то, чтобы звукорежиссеры, системные инженеры, зрители получали удовольствие от звучания. So we're driven by innovation. We have some unique technologies that's unique to Coda, and we'll show you that. Мы нацелены на инновации, на уникальные запатентованные вещи, которые используются только в коде. We are a worldwide company. We have users all over the world, as you can see. Мы мировая компания, то есть наш продукт используют по всему миру. На карте вы можете посмотреть, в каких странах это уже есть. The biggest thing that makes us different is we use the annular ring driver for all our high frequencies and not to dome. Самое большое наше отличие, что во всех наших системах используется кольцевая мембрана, не купольная, высокочастотная. We've developed this technology into a coaxial mid and high frequency driver. Мы разработали эти драйвера для высокочастотных и среднечастотных драйверов, для коаксиальных драйверов, которые где-то там гуляют. So this operates from around 400 Hz up to 20 kHz. Этот драйвер работает от 400 до 22 кГц, от 400 Гц до 22 тысяч Гц. We also have some patented technology with subwoofers. We have a sensor sub drivers. У нас также есть запатентованная технология сабвуферов, где мы используем сенсорный контроль, про который я недавно говорил. So it gives us a lot tighter control. We get more impulse, more punch out of the subs. Это позволяет нам абсолютно контролировать драйвер, соответственно, у вас больше панча и больше чистого низа. And you can see this on the video there. Да, и можно это увидеть на видео, про которое я только что говорил. Соответственно, слева драйвер с сенсорным контролем, справа без. So these are the main things that make Coda very different to every other manufacturer. Эти все современные продвинутые технологии позволяют Коде быть
как бы сильно отличаться от всех основных производителей. So now we'll look at the role of a system technician and how we best deploy Coda systems in a touring environment. Сейчас как бы мы рассмотрим вопрос, как системные инженеры готовятся к турам и насколько им просто выбирать продукты и общаться с продуктом, то есть работать с продуктом. So what is a system technician? Well, we're the person that's responsible for ensuring that the full audience can hear the gig. По большому счету вопрос, да, кто такой системный инженер? По нашему мнению, системный инженер – это человек, который, в принципе, отвечает за все шоу, за всех зрителей, потому что они будут слышать то, что как бы он изначально сделал. So we need to work with the front of house engineer to get the results that they want. Some may like more sub than others. Some may prefer different configurations. Some may prefer more high end. So we have to work with them to get the results they want. Соответственно, это человек, который непосредственно общается и работает с front of house инженером, который фактически выполняет его требования. Да, кому-то надо больше сабов, кому-то наоборот середина, кому-то больше высоких. То есть фактически задание, которое ставит звукорежиссер, подбирает и выполняет на площадке системный инженер. And we're there to make friends. We all need to get along and we need to have a good time. And if we make more friends, then we get to eat more cake. Ну, так как у Стива достаточно большой опыт в турах, он говорит, мы все друзья. Соответственно, чем больше у тебя друзей, тем больше у тебя пирожных. So from a more technical side, we have to select the correct speakers for the correct application. Yeah, sorry. С технической стороны вопроса системный инженер должен правильно выбрать под площадку необходимое количество колонок и необходимое количество как бы усиления. Да? То есть он должен подобрать из большого ассортимента действительно то, что правильно отработает на площадке. We need to deploy the system in the most effective way so we get the most out of the speakers and make sure that it sounds the same every day in every venue. Когда вы в туре, вы должны подобрать систему для тура. Фактически каждый день вы работаете на новой площадке, и система должна быть правильно отрабатывать каждую площадку из тура. И, соответственно, она у вас всегда с собой, этот комплект аппарата имеется в виду. It will always be a compromise. It will never be perfect. We have to work with other people, and sometimes we need to make adjustments for that. В любом случае, это достаточно большой компромисс, потому что ничего никогда не бывает идеального. Соответственно, для того, чтобы найти компромисс, работая с другими людьми, собственно, системный инженер должен правильно подобрать этот сетап. And be safe. Don't be an idiot. The hero always dies first. Get help. Ну и плюс как бы вопрос про безопасность, да? Будьте аккуратны, будьте внимательны, не будьте идиотами, да? Потому что идиоты помирают первые. And preparation is a big thing. And if we fail to plan, then we plan to fail. Соответственно, важный лозунг, который они используют, я бы его по-русски перевел. Здесь вроде детей нет. Если вы забили на планирование, значит, вы запланировали факап. Ну, поняли все, да? So be prepared for everything. Have all your venues designs complete. Have your designs together. Have as much information as you can. Поэтому прежде чем
правильно все запланировать, нужно заранее получить максимальное количество информации относительно самой площадки. Какая площадка, что на этой площадке можно, что нельзя. Organize all of your information in a way that you understand, that helps you. Don't put everything on your desktop. Organize folders. Соответственно, когда у вас тур, организуйте как бы правильное количество информации в своем компьютере. Не нужно все выкладывать на рабочий стол. Лучше сделать все, распределить по папкам, каждую отдельную площадку, тогда вам удобнее будет найти информацию по конкретной площадке. So, first off, we need information. Первое, что вам нужно, это информация. We need to understand what the artist is, what the production is. Первое, это как бы то, что у вас должно быть понимание, с каким артистом вы работаете и кто та продакшн-компания, которая везет этот тур. Is it quiet, soft acoustic instruments, or is it really loud, pumping electronic music? Это какой-то акустический концерт, где нужна нежная музыка, либо это такой очень тяжелая электронная музыка там, с перекомпрессированным низом. So we need the rigging plots to see, do we have lots of lighting rigs, lots of video wall, do we have a central thrust in the stage? Соответственно, нужно посмотреть на реально всю систему подвеса, соответственно, чтобы понять, где у вас висит свет, где у вас висят экраны, как это вообще все распределено по нагрузкам на крышу. And then we need information about the venue. Are we in a big arena? Are we in small theaters? Плюс, соответственно, сама информация о площадке, то есть либо это у вас огромная арена, либо у вас это какой-то небольшой зальчик. Do we have any weight limits, height limits? Can we only do single point hangs or can we do dual point hangs? Соответственно, вам нужно требования от площадки знать и понимать хорошо. Соответственно, сколько у вас есть возможных точек подвеса, или вам дают возможность повесить только на одну точку, или вы можете на несколько точек подвешиваться. And then when we have all of this information, only then can we start to design our system. И после того, как вы получили, проанализировали всю информацию, только после этого мы переходим к дизайну и выбору системы. Систем дизайн. Окей. Моменто. Сейчас небольшой сюрприз. System Optimizer появился летом 2019 года, то есть в прошлом году. Его презентовали в Ганновере, соответственно, в бета-версии. Вот. И мы как бы с собой взяли в Ганновер независимого, очень известного саунд-дизайнера и системного специалиста Илью Князева. И он у нас был бета-тестером System Optimizer, поэтому он уже набрал колоссальный опыт с этим работой. Плюс Андрей Бобров. Поэтому я хочу двоих этих ребят пригласить на сцену. Илья с Андреем будут переводить, а я как бы тут на первом ряду посижу. Всем привет. So here we have System Optimizer. This is our new 3D software. Ну, собственно, это наша программа для моделирования, она 3D. Вот так выглядит главное окно. It's fully 3D. We can rotate things around and zoom in. Соответственно, она полностью 3D, можно вращать, зумировать, делать что угодно. So we can draw all the different parts of the venue.
We can hide, enable, add them as an obstacle or scenery. Мы можем включать, прятать эти поверхности. Мы можем назначать их как препятствия или делать их прозрачными. Можем давать им имена. We can save different camera angles, so we don't need to keep moving around. Также в программе предусмотрено запоминание видов, ну то есть как бы то, откуда мы смотрим, мы можем их сохранить и быстро переключаться между ними. We can add a whole different range of shapes from squares, circles, then multiple sides. Мы можем рисовать разные поверхности, прямоугольники, соответственно, круги, конусы или многоугольники. Достаточно большой микс. We can change the surface's color. Также мы можем цвет менять, конечно же. And change all of the physical dimensions of the surface. И менять, соответственно, размеры физические. So sources, we can add point source, line arrays, or subwoofer configurations. В источниках мы можем, соответственно, добавить либо точечный источник, либо line-array системы, либо сабвуферы. So first off, we will create a new line array. Допустим, добавим линейный массив. So we can add position information. Да, это информация о позиции, высота, ширина, глубина и так далее. You'll see here it's inserted a frame. Вот появилась рама. We have the hang template where we select what our configuration is. Мы можем обозвать его темплейтом, дать ему название, и здесь мы выбираем колонки уже непосредственно. We can change where the pick point is. Да, мы можем менять точки подвеса, соответственно, и может быть одна точка, две точки, и, соответственно, выбираем эти точки на раме. Причем надо отметить, что эти точки очень точно прорисованы до чекеля. Если вы поменяете точку, то чекель переедет. То есть это визуально отображено. We can change the configuration of the frame. Да, соответственно, это конфигурация рамы с X-баром, без X-бара, X-бар спереди, X-бар сзади. Либо 2 X-бара. Также программа показывает вес, который приходится на каждую точку. And then we can select what speakers we want, the quantity, how many, and then press the green plus. Ну, здесь мы выбираем количество спикеров. This distance tells us how far the speakers are throwing. Да, данный параметр distance нам показывает то расстояние, которое от, соответственно, массива до этой точки в поверхности. The green throw lines, when they're green, that means it's hitting a surface. Значит, эти линии могут быть могут быть зеленые и красные. Зеленый, соответственно, это тогда, когда у нас звук попадает в поверхность, а красный, когда мы уже перелетаем. So now we will just add some angles in. Давайте добавим углы. To help us with this, we also have a side view. Для того, чтобы это сделать лучше, у нас есть боковой вид. Чтобы было понять, что он делает, он как бы распределяет, разгибает его на расстояние, равные площади прохождения сигнала между осями элементов.
So now that we've put our angles in, we can see what the frequency response is for each speaker by clicking on probes. Теперь мы посмотрим на частотную характеристику, которая имеет каждый громкоговоритель, когда он приходит в эту точку, куда указывает луч. То есть пробы — это, грубо говоря, идеальный микрофон, идеально поставленный по оси громкоговорителя. И это математическая модель, заложенная, соответственно, в программе. То есть это то, как оно есть в идеале. Auto link will link the cabinets like you do with the cables, and then apply corrective HF. Автолинк означает то, что мы линкуем наши громкоговорители. Соответственно, мы можем выбрать, по сколько громкоговорителей залинковать, программа нам, соответственно, их разобьет. Но это можно делать еще и вручную. Вот. И The link groups show the distance and which is an average of the linked cabinets. вот, когда мы нажимаем автолинк, у нас появляется вот такой Final Distance фильтр, который нам показывает усредненное расстояние от группы громкоговорителей до поверхности. We can turn off each frequency response with a little. Ну, также можем включать, выключать, чтобы видеть. As we change the angles, the frequency response is calculated in real time. Соответственно, когда мы меняем, все очень быстро меняется в реальном времени, и не надо ничего ждать. So we change the angles to adjust the frequency response, not SPL. Мы меняем углы для того, чтобы откорректировать нашу частотную характеристику, но не давление. Because we want the same tonality from front to back, not the same level. Потому что нам необходимо иметь одинаковый тональный баланс по всей площадке, что спереди, что сзади, но не одинаковое давление. So you can see as I start to close some of these angles that we get a lot of high frequency buildup. Когда мы меняем углы, уменьшаем их, мы получаем прирост высокочастотной энергии. So we now have more SPL, but the tone is very different. Да, мы сейчас подняли SPL, но тонально у нас очень все разное. So when we open up the angles, you'll see the frequency response smooths. Соответственно, когда мы разгибаем, вы можете видеть, что наша частотная характеристика начинает выглаживаться. We have a lot of different filters, which is what's inside of the amplifier. А также у нас в программе есть множество фильтров, которые также присутствуют в наших усилителях. Те же самые. So we can change all of the parameters like what we can at the venue. Мы здесь можем менять абсолютно такие же параметры и смотреть, что будет на компьютере, не на площадке. Но на площадке мы, соответственно, будем с вами делать то же самое уже в усилителях. So we can see here for the bottom ones that we need to turn some of the high frequency down. Если нам, например, надо убавить верхние частоты в даунфиле, мы можем с вами это сделать. So now we are happy with this, we can turn on the SPL mapping. Да, и если нас все это устраивает, мы закрываем это окошко и нажимаем кнопочку SPL рендеринга. Дистанс-фильтры, которые были показаны с расстоянием, куда действует сама система, либо элементы системы, он тоже имплементирован в усилитель. Соответственно, это фильтр для высоких частот, которые затухают в воздухе. Да, соответственно, автоматически он это считает и уже добавляет. Air compensation. So the SPL calculation is it calculates all frequencies at the same time.
Соответственно, SPL-калькуляция все частоты считает одновременно. То есть она один раз прогоняет, и мы можем переключаться и видеть. То есть нам не надо ждать, чтобы прокалькулировать каждую частоту. Он один раз это делает, и мы можем уже смотреть. Но когда выключаем, да, он пересчитывает. So we have a different color scale called Inferno. У нас есть несколько шкал, которые называются шкала отображения, да, Inferno, Rainbow и какая там третья? This last. Ну, сейчас перейдем, расскажем. We don't use Rainbow because it looks like we have step changes, but that isn't what happens. Третий параметр цветов — это для дальтоников. Кто не различает цвета, им очень тяжело, например, в Rainbow, они видят другие цвета абсолютно. Ну, я не знаю, кто-то сталкивался, нет, но таких людей много. Соответственно, здесь предусмотрена градация цвета для них, и это облегчает очень работу. Может быть, откроете, просто показать? Сделай, пожалуйста. Can you please open the Rainbow CV? So this one is for people with colorblind problems. Ну, собственно, вот как это выглядит для людей, у которых проблемы со зрением. Ну, с различением цветов, прошу прощения. So now that we have this one hang here, we can make this stereo. Can you explain about Inferno? Inferno. What the difference with the Rainbow and Inferno? Да, сейчас мы зададим вопрос, как бы, в чем разница между Inferno и Rainbow. I can, yeah, I'll do that I'll show it more in subs, yes. Следующее будет. Сказал, что позже в 17:30. Вот, а сейчас пока продолжаем. So now that we are happy with our angles and our EQ, Ну, если нас устраивают наши углы и эквалайзер, we can then convert this into a stereo. мы можем это конвертировать в стерео. Второй массив появляется автоматически. So now whatever we do to one side is replicated on both, so they're now the same. Зеркально отображается, и мы имеем два массива. So you'll see now that they both work together. Да, как вы видите, меняя один параметр, у нас оба массива меняются синхронно. We can mute the left or the right side or both. Можем замьютировать либо один, либо другой, либо оба. So now if we add some SC2s behind. Давайте добавим пару сабвуферов сзади. Да, так как мы подвешиваем, то эти сабвуферы у нас находятся во вкладке с массивами. Дын. Время кончилось. Спасибо большое, Стив. Да.